пару недель жил на улице, там, в подъездах в разных. Полгода ждал зарплату со стройки, которую мне задерживали. Я работал охранником. Приехал на показ в грязной одежде, нечищенной, дырявой. И в один момент туда приехал как раз Рокки, Фёрк, Иэн, Белла Хадид и Кендалл Дженнер. И со мной как раз вот заговорила Кендалл и Белла. То есть я как бы воспринимал это как данность. Это было прям как в кино. Я максимум все, что мог ответить, это типа «Меня зовут Саша, я из России». И Рокки — это тот самый русский ребенок, про которого я тебе говорил. Там просто по улице Лил Пип шел. Культура, в моем понимании, это отражение всех негативных и позитивных каких-то явлений. Я не могу смерть бабушки пережить. То есть мне поставили шизотипическое расстройство личности, шизофрения, скажем так. Мне бабушка начала прямо каждый день сниться в Киеве. И я понял, что как будто бы надо попробовать слетать домой. Small, dark energy. Ну что, привет. Как себя чувствуешь вообще? Как настроение? Категорически приветствую, чувствую себя прекрасно. Реально Виктор Пелевин просто перед нами. Наверное, начнем с твоего прошлого. С того, что ты жил в каком-то маленьком городе Канск в Сибири. Ты переехал в Санкт-Петербург. Ты переезжал на попутках, по-моему, как ты рассказывал. Ты жил в хостелах, работал на самых разных работах, сталкивался с самыми разными штуками. Расскажи вообще, в какой момент ты познакомился с Яном Блоком, лидером группировки там «Под мост», группы «Метель». И, ну, расскажи вообще, как это происходило. Да, собственно, дело было в 2015 году. Вот, я тогда жил в хостеле, в лофт-проекте «Этажи» в Петербурге. И как-то раз вышел покурить и увидел знакомый силуэт. С Яном я был знаком так заочно. Вернее, я его знал, а он меня нет. И у нас, собственно, был один общий друг, Артем Ластов. Это человек, который отвечал до недавнего времени за музыкальную часть в группе «Метель». Вот. А с Артемом я был знаком по интернету года с 14-го, с 13-го, возможно. И я ему просто написал, что увидел Яна, и он меня, собственно, с ним свел. И мы там пошли, покутили немножечко, скажем так. Так Как вы познакомились. вообще познакомились, как происходила ваша первая встреча? Слушай, я не совсем помню конкретно все. Я просто помню, что мы встретились и... мы пошли на открытие магазина одного, Блок 18 называется. Вот. Там, собственно, ребята из этого магазина Яна привезли на открытие, чтобы он там почитал рэп, так называемый. Вот. Ну и, собственно, вот мы с ним встретились и сразу туда пошли. Потом в клуб в какой-то гадкий. Вообще, какие у тебя были ощущения, когда ты вот переехал в Петербург? У тебя очень много в творчестве рассуждений на тему там урбана, особенно в старом. Ты очень много рассказываешь там про урбан, про какую-то городскую жизнь. Что в твоей жизни вот поменялось, когда ты переехал в Петербург? Да, кардинально все. Я там условно поражен был от красоты и величия города, так сказать, от того, что люди совершенно другие жили на тот момент, да и сейчас, в принципе, тоже. В чем, Не такие, как в чем для Канске. тебя такое главное отличие петербуржца, например, от сибиряка? Ну, условно, от того, что я жил в маленьком городе всю жизнь, вот, и вырвался из своеобразной русской тоски вот, в большой город. Не знаю. Да в целом мироощущение поменялось, конечно же. Ну, то есть больше свободы у тебя появилось в этом плане. У тебя был какой-то бунт, свобода. Ну, да. Если можно так сказать, то да. Вообще, расскажи, как у тебя началась история именно с музыкой. Пришел я к этому, потому что просто в один момент захотел музыкой заниматься, но не имел должного опыта, абсолютно не имел никакого опыта, но почему-то думал, что у меня все быстро получится при помощи друзей и, возможно, денег, которые тогда водились. Вот. Ну и, собственно, выбор пал на рэп, потому что, очевидно, это был самый популярный жанр. Вот. Но вышло не совсем удачно, скажем так. Потому что изначально у меня душа к этому и не лежала никогда. К рэпу конкретно, к музыке лежала.
Вот в одном из интервью ты говорил вообще, что моделингом ты занимался, это был какой-то западный профайл, ты говорил, что моделингом ты занимался там по большей части ради денег. Так ли это было действительно, или ты приукрашивал это? Да не знаю, вот в тот момент, когда я начал заниматься рэпом и понял, что душа лежит на самом деле к музыке, больше, наверное, даже к поэзии, скажем так. То есть мне вот в данный момент конкретно мне больше нравится тексты писать, Мгм. нежели чем музыку записывать. Но музыку тоже нравится, безусловно. Я заметил вообще у тебя отдельный упор какой-то на сонграйтинг, потому что ты очень часто там работаешь с образами, очень часто используешь какие-то абстрактные метафоры, очень прикольные. И в этом плане опять хочется провести параллель с метелью, например, что если метель это какой-то нигилизм, это какое-то вот отрицание, это какой-то бунт, то у тебя тексты ощущаются как какая-то притча, как какая-то история о грустном, наверное, о каком-то, о чем-то там милитаристском, возможно, Мгм. но о том, что ты видишь в этом какой-то исход на хорошую концовку. Как тебе вообще получается в творчестве находить такую надежду? Как ты щупаешь себе эту надежду? Да, на самом деле там надежды особо и не пахнет, как раз-таки наоборот. Вот. Опять же, я просто в текстах стараюсь иронизировать на какие-то жизненные, Мгм. актуальные ситуации и темы, и все. То есть это скорее цинизм, чем... Ну, что-то вроде того. Вот. Отчасти на меня в этом плане повлиял поэт такой, Олег Григорьев его зовут. Мгм. Он писал детские стишки. Вот. Он из Петербурга сам. И в один момент вот он этот слог детских стихотворений перенес в свое более личное творчество. И, собственно, там использовал образы карикатуренных взрослых, там, пьющих детей и всего подобного люмпен-пролетариата. Мгм. Вот. И оборачивал это вот все в ироничную упаковку достаточно, и мне это отчасти понравилось. Собственно, я в этом плане на свое творчество тоже перенес. Да, у тебя много таких вот каких-то образов как будто бы из детских сказок. Вот, например, трек про пчел, или Про пчелку, да, как про раз, да. пчелку, или трек собаки. Например, мне очень понравилась твоя вот метафора. Почему ты очень часто выбираешь в качестве образа именно животных? Почему эта тема тебе так откликается? Наверное, зоофильские какие-то фантазии. На самом деле, конечно же, шучу. Не знаю, наверное, есть что-то первородно чистое в животных. Не знаю даже, как Мгм. ответить. Вот. Ну, как-то само получается. Мгм. Ну, Сами образы в голове всплывают. часто ты еще думаешь о космосе, у тебя там много про ракеты, про звезды. Да, да. Это какие-то отголоски вот этой советской именно эстетики, советской тяги к покорению там чего-то необъятного, божественного. Нет, в общем, в силу моих психических отклонений, скажем так, у меня есть невероятный страх смерти. Вот. И я, собственно, через тексты, через творчество пытаюсь на эту тему как-то рефлексировать, если можно так сказать. Мгм. Ты часто говоришь, в каких-то, у тебя не так много интервью, но в каких есть, ты часто упоминаешь то, что чувствуешь какую-то безысходность, какую-то потерянность. Какие вещи тебе позволяют с этим справляться, кроме музыки? И что, наверное, тебя наталкивает на создание этой музыки, которая тебя спасает? Ну, на самом деле, вот все комментарии, которые были даны до, там, в всяких иностранных журналах и так далее, Мгм. Они были даны просто, скорее всего, в жесточайшем приступе дереализации, вообще в непонимании происходящего. То есть я тогда не лечился, скажем так, вот, и вообще не понимал, что от меня хотели. Я вообще не понимал, кто я такой. Поэтому все, что я говорил, не знаю, сейчас оно уже не актуально, потому что я, собственно, начал Мгм. лечение и чувствую себя по большей части прекрасно. Насколько тебе было тяжело вот прийти к этому, к лечению, к тому, чтобы начать как-то выздоравливать? Я так понимаю, у тебя была история как бы с зависимостью, если тебе комфортно об этом говорить? Да, да, конечно, но зависимость как таковая, она прекратилась, году в 15. То есть у меня был период, в 15 году на протяжении полугода я вот употреблял наркотики каждый день. В основном это психостимуляторы Мгм. различного рода. Вот, у меня там было 4 передозировки. Завязать было несложно. Это как раз случилось во время, последнего передоза.
Я там чуть в окно не выпрыгнул, меня там вовремя затащили домой. Ты уже тогда был знаком с Яном, получается, 2015 год? Да, да, это вот как раз после знакомства уже. Ну, и во время знакомства было с Яном, и до знакомства, и Мгм. после. То есть Ян в какой-то степени он тебе помогал, да, из этого всего выбираться? Ну, конкретно из этого нет, конечно, но Ян мне дал какие-то жизненные советы, когда мы познакомились, вот. И как бы он мне дал такую легкую надежду, когда он мне сказал, что я тебя перевезу в Киев, будем там Мгм. тусоваться, все дела, там брендом заниматься и так далее. Вот. Ну и, собственно, я потом уехал после всех этих историй домой к себе. Там полгода ждал зарплату со стройки, которую мне задерживали. Я работал охранником. Вот. Посуточно. А Стерег. как вообще у тебя это происходило? Интересно, действительно, ну, твой опыт работы в Петербурге. Вообще, первый опыт случился... Я переехал, получается, мне было 17 лет, мне негде было жить. Вот. Причем, когда я переезжал, я нашел сразу два варианта. Один у своего двоюродного дяди. Его, кстати, зовут точно так же, как меня, тоже Саша Траутвейн. Вот. Он просто там закончил универ и, собственно, там жил. И я еще написал ребятам из моего города, из Канска. Спросил, если что, могу ли я у них вписаться на какое-то определенное время. И, собственно, как приехал, дядя мне сказал, что он уезжает через 2 дня. Ребята, которые были из Канска, они сказали, что уже уехали. Вот. Я, собственно, остался на улице. Там, ну, пару недель жил на улице, там, в подъездах в разных. Потом совершенно случайно встретил девочку из нашего города тоже у метро. И какое-то время вписывался у нее в общаге, пока меня не заметили. Комендант, по-моему. Вот. А потом, собственно, нашел квартиру через комьюнити автостопщиков. Вот. Вписался там на пару месяцев, по-моему, и начал искать работу какую-то с ежедневными выплатами. А такой работы на тот момент особо много не было. Вот. И я устроился в благотворительный фонд работать. Я ходил с боксом таким, с документами на детей больных ДЦП, по-моему, и, собственно, собирал деньги с прохожих, ну, собственно, попрошайничал. Вот. И, собственно, мне давали просто процент с собранных денег. Это реальная история, то есть это не были мошенники, действительно Нет, это помогали? были мошенники. Ну, как бы, с одной стороны, они помогали. Там какая история была? Порядка 10 филиалов и в разных городах. И каждый филиал по плану должен был делать 10 тысяч чистыми с выплатами волонтерам, так называемым, работникам остальным и так далее. То есть, ну, в неделю фонд работал каждый день. В неделю они там собирали в районе 700 тысяч, а то и больше. То есть это минимальный план был, 10 тысяч. Детям они помогали, но они им скидывали, по-моему, там 2 ребенка было, они скидывали по 40 тысяч в неделю на каждого. Вот. Поэтому были и отзывы от матерей этих детей очень хорошие, благодарные. Ну и при этом, собственно, конкретные люди обогащались и очень даже неплохо. И как ты оттуда попал на стройку? Но это достаточно длительный промежуток времени заняло. Вот. Я сначала писался, получается, вот в хостеле в этажах. Там, получается, быстренько прижился и не платил за аренду койки. Знал все пароли от дверей. Там были кодовые замки такие. Вот. Собственно, жил там. Как раз употреблял наркотики вместе с обывателями местными. И потом в один момент случилась очень веселая история. В общем, я когда еще тусовался с Яном в Питере, он был с парнем, его зовут Игорь Крамарский. Он бил раньше татуировки хэндпоком. Вот. И Ян, когда уже уехал, мы договорились о том, что он мне забьет пальцы. Собственно, вот он забил мне пальцы. И сразу же после сеанса я пошел пешком вот в этот самый хостел. Стоял мужчина. Вот. До этого момента я, получается, шел с конца набережной Фонтанки, шел через Невский, ну, то есть я минут 40 где-то шагал. У меня были тогда отхода неимоверные. Вот, я не ел несколько дней.
я шел уже по Невскому, выбежал какой-то мужик, схватил меня за шиворот, начал кричать: ты знаешь, какой сегодня день? Я просто в ужасе сказал: нет, дяденька, я не знаю. Он мне дал бутылку виски, огромную такую, Вилсон, как-то зеленого цвета. Сказал: сегодня день милиции, пей, сука. И я со страху начал, собственно говоря, пить. Потом выбежал его товарищ и оттащил его от меня, извинился. Вот. А я уже такой слегка пьяненький, так как еще не ел ничего, продолжил свой путь. И вот возле этой лиговки стоял мужичок, обычный совершенно мужик, и он, собственно, спросил у меня время, сколько время сейчас, я ему ответил, и он мне предложил выпить, так сказать. И я в тот момент просто жутко голодный был, я ему сказал, что окей, я типа пойду выпью с тобой, если ты мне купишь поесть. Собственно, мы пошли на эту лиговку, зашли в шаверму круглосуточную. Он купил мне шаверму на тарелке и потом показал на холодильник с алкоголем и спросил, что я буду пить, водку или пиво. Я подумал, типа, ну, водка это странно как-то, говорю, ну, пиво, без каких-то задних мыслей и так далее. Мы вышли, я начал есть там на ступеньках, он сказал: да что, мы тут будем сидеть, пошли, зайдем в комнату ко мне. А я, ну, как бы я подвыпивший был еще на отходах, и, ну, как бы я вообще даже не думал, что такое может произойти. Собственно, мы зашли к нему в комнату, я начал жадно есть, пивом запивать, и в один момент я услышал звук такой, какое-то шляканье, если можно это так назвать. Поднял голову, а он сидел там, просто надрачивал на меня. Вот. Я вообще в моменте сначала не понял, что происходит, продолжил жрать жадно, и потом просто через пару секунд понял, собственно, что происходит. Встал, говорю: мужик, все нормально у тебя? Вот, он тоже привстал, начал меня за руку трогать. Я его кинул на кровать, оттолкнул. Вот. Послал его куда подальше. Он мне открыл кошелек свой, там лежало там порядка 25 тысяч рублей, наверное. Он открыл, говорит: я тебе заплачу за ночь сколько угодно, оставайся. Я пошел быстро одеваться, собираться. Вот. И уже надел кроссовки, выхожу, и он мне вслед кричит: ну хоть письку покажи за 1000. Я такой: блять, пошел ты нахуй, мужик. Вот, вышел, подошел к охранникам, там отель Ибис был, по-моему. Стояли охранники, курили, я подошел, ну, просто в полушоковом состоянии, говорю: мужики, не будет у вас сигаретки, на меня только что мужик подрочил. Вот. Они мне дали сигарету, я покурил, пришел в хостел, забрался в комнату двухместную и залез под кровать и уснул там, вот. И думал просто, что утром вылезу, и меня как бы никто не заметит. А у меня просто денег уже тогда не было на то, чтобы хостел оплатить. И утром, часов, наверное, в 9 я проснулся от того, что меня узбечка-уборщица шваброй ткнула, нагнулась, увидела меня и закричала громко и убежала. Вот. Я как-то, не знаю, слишком в разбитом состоянии был. Я в итоге выключился снова и проснулся от того, что меня вытащили из-под кровати. И все, меня внесли в черный список. Я начал писать своим товарищам, там, которые появились у меня. И вот один из них как бы вписался там тоже в квартире одной и договорился, что меня тоже впишут туда. В итоге меня туда вписали, а его в этот же день выписали. Там тоже было много веселых историй, но вот как раз в этой квартире там жил еще один парень, который работал как раз охранником на стройке. Вот это такая своеобразная подводка была к работе к этой. Бля, охуенно. Ну просто мне нравится, что у тебя прям целое приключение получается, типа. Вот. И, собственно, потом, когда мы с этим парнем подружились, он знал, что мне нужна работа. Я уже тогда как бы не работал в этом благотворительном фонде. Он поговорил там с ребятами, с начальством на стройке, и они меня взяли туда. То есть у меня работа была сутки там, сутки дома. Вот. Ну, естественно, это было не очень круто, потому что я 24 часа находился там, потом приходил домой, ложился спать и снова, по сути, шел туда на 24 часа. Вот. Проработал я там месяца 2, наверное.
Вот. Ну и потом уволился. Там тоже было очень много всего веселого на этой стройке. Тоже один из передозов, так называемых, как раз там начался и закончился потом вот в этой То есть квартире. ты прям на работе употреблял? Да, да, конечно. И я тебе больше скажу, там, я потом устроил туда знакомого работать, с которым мы наркотики исключительно употребляли вместе, и он там тоже употреблял. А после у нас появился знакомый барыга, который потом оттуда продавал с этой стройки один день. Вот, но тогда была не моя смена, а, собственно, вот этого товарища, Ну, все так порядочно, называемого, значит. да. Так, ну и получается, вот этот весь у тебя low life, он прекратился достаточно, ну, я не знаю, мне показалось, когда я читал там про тебя, что это путь такой прям из грязи в князи, то есть у Да. тебя моментально все поперло как бы с вот твоей инстой, моделингом. Да. Как ощущался вообще этот взлет для тебя, как это для тебя отпечаталось в памяти вообще? Или это все было Да. такой вспышкой просто очень Да нет, резкой? это не было прям очень резкой вспышкой, это достаточно планомерно все происходило, да, в короткий срок, но не прям все разом свалилось. Я как бы воспринимал это как данность, и это, наверное, моей ошибкой было. Потому что, опять же, вот в момент, когда у меня были все эти возможности, я их с улыбкой на лице упускал, скажем так. То есть я мог достигнуть огромной, так сказать, популярности, именно мировой, зарабатывать очень много денег, но я к этому относился достаточно с негативной точки зрения. То есть я там постоянно не хотел ходить на кастинги, например. Я подписался в 2018 году на менеджмент, First Access называется. Там владельца агентства, она меня увидела у Гуса, это Lil Peep. Да, она, собственно, его менеджером была. И подписала меня. И я вот как подписался на это агентство, я перестал практически моделингом заниматься. Я по большей части ходил как гость на шоу, а когда меня там приглашали на какие-то кастинги, причем там пригласил меня на один из кастингов для Акне, господи, у него двойное имя, я не помню, как его зовут, этого кастинг-директора, но он самый лучший кастинг-директор был в Париже. Вот, я пришел, у меня что-то легкая температура была, я так безалаберно там прошелся, скажем так, в этой одежде, надменно, возможно, как-то себя повел, и меня, собственно, откололи. И таких случаев было очень много. Но это еще, наверное, от того, что мне в целом не нравилась работа модели, потому что постоянно было ощущение себя как какой-то вещи. Вот. То есть прям от этого достаточно неприятно было. Но ты не жалеешь о том, что вот ты в те времена, как ты говоришь, чуть забивал хуй, как будто чуть-чуть типа... Ну, нет, это же жизненный опыт уже прожитый, и жалеть об этом — это дело такое. Просто ты говоришь вот про деньги, про популярность, Да. что тебе это не было важно в моменте. Сейчас, оглядываясь назад, ты считаешь это какой-то упущенной возможностью для себя или все-таки нет? С одной стороны, да, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что на тот момент я абсолютно не заслуживал того, что имел. Опять же, это по большей части случайность, то, что так случилось. Вот. Поэтому я на это совершенно спокойно смотрю. Вообще меня в целом не устраивает. Ну, есть такая тенденция, к сожалению, она не изменится, скорее всего, в ближайшем будущем, но люди за счет случайности как раз-таки становятся популярными, там, богатыми, и мне это очень не нравится. То есть люди, которые тратят там время огромное на образование и другие полезные вещи, они в итоге оказываются у разбитого корыта и никому не нужны, а такие люди, вот как тиктокеры, инстаграм-блогеры, начинают зарабатывать очень много денег в моменте. Да, это популизм отчасти, то, что я говорю, но меня все же это не устраивает. Вот. Сейчас я вот практически нахожусь в безденежном состоянии, но я полностью удовлетворен, потому что в творческом плане я очень плотно и хорошо развиваюсь, ну, как я считаю. Не знаю, может, со стороны по-другому кому-то будет казаться. Да, ну мне кажется, вот та история про то, что ты говоришь, про то, что как бы блогеры получают какой-то легкий успех, но они просто немного с другой как бы стороны заходят. Они заходят со стороны продажи себя, то есть как-то себя раскрыть в каком-то вот удобном формате, актуальном. Ну, понятно, но тем не менее это не отменяет того факта, что
как будто бы нет, как бы у меня претензий к этому нет, но в моем понимании блага как будто должны распределяться иным образом. Каким конкретно? Как и каждый должен получать то, что он заслуживает. С каждого по возможностям, каждому по труду. Это такая достаточно, мне кажется, советская, да, история, советский Да не взгляд то, немного, что... нет? Ну, может, отчасти, да. М. Может быть. Может и нет. Ну, звучит просто как какая-то коммунистическая именно история, что все как бы равны. Ну, я не знаю, я бы себя не причислил к коммунистам, но вообще в целом идеи социализма, они мне нравятся. Но я скорее в этом плане какой-нибудь центрист, скажем так. Вот. А так, да. Но опять же, это мнение появилось мое не на пустом месте, ну, как я считаю. Ну, потому Есть что имеет ты место быть. на своем И на опыте своем это опыте, в проверяешь. частности, конечно. То есть я абсолютно не был достоин то, что получал. Да, короче, хотелось бы немного вернуться назад в то время, когда ты как раз больше ассоциировался у людей там с под мостом. Мгм. И ваша тусовка вообще была очень тесно связана там с Dead Dynasty. Мгм. И какие вот у тебя есть воспоминания о том периоде именно взаимодействия с ДД? Ну, самое веселое, самое сюрреалистичное, наверное, воспоминание будет с Глебом. Вот. Он приехал, не помню, то ли в 19-м, то ли в 20-м году в Париж, вот, ко мне вместе с Даней Вайтпанком. И как-то раз мы прогуливались возле Эйфелевой башни, вот, с его на нынешний момент уже бывшей девушкой Данилом. И Глеб просто ни с того ни с сего начал говорить, что он самый талантливый музыкант чуть ли не во всем мире. Вот. И Он придумал носить кожу. да, именно. Вот, и он начал кидать предъявы в сторону A$AP Rocky. Не знаю, почему он его выбрал конкретно в тот момент, но он сказал, что это вроде: если бы я сейчас увидел Рокки, я бы сказал ему, что Рокки, таких как ты в Америке тысячи, а я один поднимаю музыку в России с колен. Все сразу же замолчали. У Глеба такая мощная энергетика негативная. Я вот пару раз ее чувствовал. Прям очень мощная. Все замолчали, заткнулись. Мы дальше продолжили гулять. Вот. Самое смешное произошло немного погодя. В общем, меня позвали на закрытую вечеринку Луи Виттон. Вот. И я, собственно, туда решил провести ребят. В общем, я их туда завел. Мы зашли в помещение, и в помещении на диванчике сидел A$AP Rocky. Один курил джойнт. И я подумал, что вот, сейчас, по всей видимости, что-то произойдет. Но в итоге он просто встал недалеко от него и начал танцевать перед ним, чтобы как-то внимание, может быть, привлечь. Данек тоже танцевал, у него там был свитер с лицом Фреда Сантана. Он тогда умер, по-моему, как раз. И вот он тоже пытался свитер чуть-чуть показать. Вот было крайне весело. А сюр заключается еще в том, что обычно, ну, звезды, они в компании всегда тусуются. То есть если там даже на вечеринках, на каких-то там диваны занимают, неважно, места какие-то, их там всегда много, а он один сидел. Это просто пиздец, как было смешно. Вот Да, мне такая кажется, вот он вообще аскетичный веселая персонаж в история. этом плане. Кто? A$AP. Нет, там буквально через 10 минут все набежали, там еще Virgil был жив, тогда, царство небесное, блин. Вот, ну, то есть там его облепили потом по итогу. И просто вообще ситуация была достаточно странная в моменте. Забавно, что затусить с A$AP получилось только у Егора Крида. И нет, я тоже с ним тусовался. Просто Ты я общался? фотографии не делал. Да, это на самом деле вообще было как в кино. Но это как раз было в момент моего первого приезда в Париж. В Это общем, 2016 год, да? 16-й, либо 17-й, 16-й, скорее всего, да. В общем, у меня есть знакомый, Брайан его зовут. Вот, у него был бренд Fashion Criminal назывался. Там делали кофты с надписью MDMA, может, где-то видел. Да-да-да, помню, Вот. помню. И, собственно, он меня пытался пушить постоянно, а у него это, ну, достаточно нормально так получалось. Он меня познакомил с Иэном Коннором, он его, собственно, сам привез из LA в моменте.
познакомил меня с Узи, который Гейб. Слышал? Да, Гейб, через тройку, Да, через который тройку, с Блейди, там, да-да-да-да-да. с типами, Да-да-да-да-да, да? вот он меня со всеми ними познакомил. И в один момент мы пошли в какой-то клуб, вот, там была какая-то тусовка, и мы там стояли с ребятами моего возраста, с какими-то еще знакомыми, и в один момент туда приехал как раз Рокки, Фёрк, Иэн, Белла Хадид и Кендалл Дженнер. Но я тогда не знал, кто такая Белла Хадид и Кендалл Дженнер. Вот. И мы что-то тусовались там, а Брайан, вот этот мой знакомый, он уже был с ними. И в моменте Брайан что-то там сказал охраннику, который охранял там VIP-зону. Вот. Охранник на меня посветил указкой. Брайан мне начал кричать: а ну иди сюда. Я туда зашел, получается, и Брайан меня туда затащил и крикнул Рокки, типа что-то вроде: «Эй, Рокки, это тот самый русский ребенок, про которого я тебе говорил». Вот, он со мной там поздоровался, вот так. Это было прям как в кино, я не знаю, сцена такая кинематографичная, для меня конкретно. Вот, собственно, я поднялся туда, ко мне подошел Иэн и сказал мне раздеваться, а я плохо тогда еще говорил по-английски, я не понял, что он хочет. В итоге он с меня начал одежду сам сдирать. Вот, сняли, я снял с себя худи, получается, у меня там все тело в татуировках уже на тот момент было. Вот, и это их отчасти чем-то поразило, видимо. Вот. Меня затащили туда на диван, они прям ногами стояли на диванчике. И со мной как раз вот заговорила Кендалл и Белла. Вот, они меня что-то спрашивали, а я максимум все, что мог ответить, это типа: меня зовут Саша, я из России. А там я просто даже не понимал, что они там говорят, потому что, во-первых, не понимал речь, а во-вторых, музыка очень громкая была. И там тоже был веселый случай. Фотограф был, который с ними приехал. Он как раз меня с Иэном сфотографировал, и сразу же после этой фотографии его стошнило в VIP-зону, которая рядом с нами находилась. Там была мини-разборка такая с парижанами, с французами местными, но она благополучно закончилась, потому что там с Рокки и Фергом было два, по-моему, больших таких охранника. А как вообще тебя воспринимали, такого вот русского чела в толпе? Ну, ну как вообще, какое было отношение к русскому человеку, на твой взгляд, тогда, на примере тебя самого? Да, вообще супер ко мне относились. Ко мне даже больше как, может быть, такому небольшому ребенку относились. Ну, потому что мне было сколько там, 18 лет, наверное. Выглядел я еще младше своего возраста. Ну, какого-то негатива на себе я ни разу не испытал. Первая история, когда ты получил какую-то мировую огласку, по-моему, это была история с Off-White, когда ты пришел на показ и тебя Да, это стали было очень смешно. фотографировать. Да-да-да. То есть я тогда вписывался в городе, по-моему, называется Энтисмос, как-то так. Не знаю, как по-французски звучит, но это не суть важно. Вот, и как раз я познакомился с девочками, с фотографом Юлией Шадринской и менеджером ее Маритой. Вот, Это и она сейчас делала для... С кем она там, с каким брендом Марк была? Якобс Узи Да, снимала, да, по-моему. да, вот Да-да-да, с вот она. тортиком Reels. Да-да-да-да-да, вот она сейчас все снимает подобные видео. Там для Жан-Поль Готье, по-моему, еще что-то Мгм, делала. мгм. Вот, и в тот момент я еще познакомился с Кириллом Сайбер. Вот, не знаешь Не, его? не слышал. Cyber 69, он такой русский парень с длинными волосами был. Он в Канаде учился, и там в один момент, по-моему, диджей-сет сыграл с Канни Вестом, и в моменте тоже стал таким популярным русским, скажем так. Обязательно Вот. укажем его в кредах, Ага. покажем. Вот. И, собственно, Кирилл, вот этот Сайбер, он был знаком с Вёрджилом хорошо, тоже еще, видимо, с Канады, наверное, не знаю. Вот, и он меня, собственно, вписал в лист гостей на шоу Fight. И я, собственно, с этого городка в самой своей грязной одежде, нечищенной, дырявой, приехал на показ с рюкзаком огромным, с которым, собственно, и ездил везде, походным на 60 литров. Вот, мы зашли на показ, там как бы особого внимания не было, но вот когда мы вышли после, было прям, ну, очень круто. Там прям меня вот стрит-стайл-фотографы облепили огромной толпой и начали фотографировать. Прям, это было прям тоже как в кино, наверное.
Было весело. Но мне не было весело, потому что я был высажен тогда очень сильно. Некомфортно было ментально, но в целом картинка такая даже до сих пор вспоминается. Было прикольно, круто. У тебя вообще очень часто в инсте прослеживается какая-то ностальгия по тем временам. Ты часто репостишь вот эти фотки там из Парижа, из Киева. Что такого ностальгичного ты для себя видишь в этих временах? Да ничего, это просто сухой расчет. Я просто перестал вести Инстаграм в один момент. Мне просто в целом не нравится себя фотографировать. Я не хочу это делать, но я понимаю, что какую-никакую активность в Инстаграме надо пытаться поддерживать. У меня там статистика очень сильно испортилась, там все в 10-15 раз хуже стало, чем было на пике. Вот. И поэтому я иногда там выкладываю старые какие-то фотографии, ну, по возможности что-то новое еще. Но как бы душа у меня вот именно к каким-то фотокарточкам не особо лежит. Мгм. Мне это не особо нравится. В плане еще таких, еще чуть-чуть поговорим про каких-то вот мировых фэшн и других икон. В этом плане очень, если посмотреть там старые какие-то посты Лил Пипа, он Мгм. очень эти тепло отзывается, там My Friend Мгм. Sasha, там все такое, я скучаю по тебе, I miss you. Э, Можешь рассказать вашу историю вообще знакомства? Насколько я Это понимаю, тоже была большая случайность. Мы как раз вот были с Брайаном, это вот товарищ, который мне помогал во Франции, с Гейбом, который в УЗИ, ГАП-3. мгм, мгм. Вот, и мы вышли просто из какой-то квартиры, мы к кому-то заходили в гости, и там просто по улице Лил Пип шел в костюме Хейдер Эккерман в розовом. Просто шел по улице. Брайан его окрикнул, говорит, иди сюда. Он подошел, познакомился с нами. И Брайан ему предложил поехать с нами дальше, он поехал. И все. Вот мы так с Такой ним. легкий на подъем был, да, человек? Очень легкий на подъем был. Потом мы с ним там пару дней пообщались, ну, вживую непосредственно. Я ему сказал, что наркотики тебя до добра не доведут. Вот, ну, собственно, не довели. Как ты отреагировал, когда узнал, что с ним стало, что случилось? Да, как бы, ну, отчасти я тогда на тот момент вообще любую смерть очень близко к сердцу принимал. Даже если это какая-то там публичная личность умирала, я как-то это сквозь себя все пропускал, и мне прям некомфортно становилось. Но вот точно так же было. То есть мне прям было не по себе. Даже злоба возникла в один момент на парня такого 044 Роуз, если слышал, Блин, из это вообще Киева. забавный очень персонаж. Вот, да, очень забавный, конечно. Вот, он записывал видео, как он плачет под треки Лил Пипа, смотрит куда-то в закат. Ну, это, блядь, смешно очень было. Ну, в тот момент мне не было смешно, я ему написал, ты устраиваешь из смерти человека клоунаду. И он мне ответил, что там, ты не знаешь, что я чувствую, бла-бла-бла. Я ему даже отвечать не Блин, мне стал. было забавно из таких историй, когда у Скрипа вышел там какой-то трек, и Мгм. 044 Роуз оставил в комментах "No the sample" и типа стопроцентные Да-да-да-да-да-да-да, я эмодзи, помню помню помню. Скрип ему отвечает: "Это не сэмпл, долбоёб". Да-да-да, Типа забавная я помню, история. да, весело. Говоря про ну, дальнейшие какие-то этапы твоего творчества, когда уже начались какие-то ковидные ограничения, когда у тебя закончились, ну, не закончились, ну, ты перестал, типа, появляться на показах и всем таком, когда ты больше углубился в музыке, что тебя, наверное, в тот момент как бы вдохновляло, пушило к созданию этой музыки? Что ты слушал в тот момент? Да ничего, ну, в смысле, слушал, да я и в основном даже сейчас слушаю, в основном русскую музыку, потому что мне нравится именно русская культура. Настал тот момент, когда, Мгм. наверное, в русской музыке люди начали потихоньку пытаться осмыслить какие-то свои корни, вернуться к своим жанрам. Это видно по популярности фолка, по Да, да. возвращению популярности постпанка, который ты делаешь. Но я его вынужденно делаю, скажем так. Э, Почему? Ну, опять же, сначала ковид начался, вот, мы писали музыку с товарищем вот Артемом Ластовым, который Который как раз из... из «Метели», да, Да, ты говорил вот. вот, что твой первый альбом писался в Киеве. Да, это вот мы с ним и делали. Мгм. Он, собственно, вообще меня очень сильно прокачал по многим параметрам, потому что он, во-первых, червяк в музыке и в моде. Он прям обладает огромной базой знаний. И, собственно, вот он этими знаниями со мной и делился. Вот. А по музыке, на самом деле, я бы хотел делать какой-то больше упор
в альтернативу, может, там какие-то элементы хардкор-панка добавлять. Но в данный момент это просто невозможно, потому что я не могу собрать условно команду, потому что чтобы собрать группу в данный момент, нужны какие-то финансы, потому что вот все друзья, с которыми мы играем вживую, например, репетируем, у них у всех есть работа. И как бы уделять много времени вот этим самым репетициям, ну, это не в их интересах, скажем так. А постпанк, опять же, от того, что начался ковид сначала, потом война, мы с Артемом просто не смогли никак скооперироваться, и я начал искать решение, собственно, в России, и нашел в лице парня, который сведением треков моих занимался. Он там подправлял мне гитары как-то раз, я ему написал, сказал: слушай, давай попробуем что-то вместе с тобой сделать, аранжировки какие-то, вот, выбрали постпанк, потому что порог входа низкий достаточно, вот, и все, как бы начали с ним работать и сделали вот этот альбом что-то месяца за 2-3, наверное. Ну, тексты у меня там были давно написаны, я их просто корректировал, некоторые заново написал, но в целом вот, там, месяца 3 ушло, наверное, на написание. Ты говорил про простой порог вхождения. Тебя самого не беспокоит то, что ты выбрал постпанк именно по этому критерию? Да, то есть чувствуешь ли ты себя в этом жанре на данный момент? Ну, отчасти да, конечно. Но опять же, у меня такая позиция, что содержание превалирует над формой. Вот. К сожалению, просто в нашем мире все немножко иначе работает. Ну да, законы постмодерна, знаешь, что музыка такая... Форма ебет содержание, скажем так. Вот, но, как мне кажется, что конкретно вот наша культура русская, она как раз-таки про смыслы, содержание, про тексты. Ну, в России вообще в целом текстоцентричная музыка. Да, а музыка — это скорее уже форма, вернее, это оболочка какая-то. Вот. Ты спросил, что я слушаю. Я вот слушаю постоянно Гроба. Луна словно репа, звезды фасоль. Спасибо, мамаша, за хлеб и за соль. Янку иногда слушаю. Химеру. Это группа Ну, питерская. Химера, да, это вообще классика. Старков. Как этот клуб назывался? Где Там. все... Ага, Да. где и Король и Шут, там вся вот эта история. Блин, Все Химера эти с этой точки зрения феноменальный проект, потому что, насколько я помню, там всего один альбом у них, да? Ну, нет, у них 2. Там один как бы такой сырой релиз. Химера. Нет, стоп. Химера, ну и Хули и Зудова, у них 3 альбома. Да. 2 полных и один такой, как недоделок. Ну, Изудова вообще в 90-е это была такая монументальная прям запись, знаешь. Пиздец, очень круто. С точки зрения того, что они там играли наравне там с какими-то более там попсовыми группами, но они придумывали там очень много труб, духовых вообще. Такая очень красивая история. Да. С этой точки зрения, вот когда ты говоришь про такую музыку, мне сразу же вспоминается Аукцион. Потому что не очень люблю. Ты не очень любишь Аукцион. Почему? Да я не знаю, я особо не слушал. Вообще мне вот советские рок-группы в привычном своем понимании, они не очень нравятся, там, как Ария и так далее. То есть, они слишком вдохновлялись западными оригиналами, скажем так. То есть они просто напрямую брали, переводили тексты, воровали инструменталы и так далее. Ну, с точки зрения Аукциона так не было. Ну, Аукцион я не могу судить, потому что я слышал одну песню, самую популярную, это «Дорога». Да, вот. Саундтрек «Брат», который... ну, кстати, нет, кто-то мне, кстати, советовал послушать Аукцион, но у меня просто уши не дошли. Ну, мне кажется, тебе понравится, на самом деле. Это вот как раз такая музыка с абстрактным слогом, вот, про который ты говоришь, то, что было у Химеры. Звуки Му, может быть. Да, это схожая вообще история. Они даже, по-моему, как-то коллаборировали друг с другом, я не помню точно. Но, в общем, это такая история. То есть в плане гитарного музла ты по большей мере вдохновляешься там какими-то русскими бэндами, да? Нет, в плане музыки, конечно, хочется ориентироваться на западные группы. Даже вот для этих треков я за рефы брал какие-то западные группы. В частности, там такой модерн постпанк, если можно так назвать. Есть группа такая, Рандеву называется. Да. Прикольно делают. Да, еще люблю Башлачева Александра. Вот его трек «От винта» — это просто пиздец. По сути, предсмертная записка. Из четверти смерть, 7 драных шкур.
У Янки тоже была предсмертная записка «Стаи летят» называется. По сути, она описывает, как она топится. У Вот. Янки вообще история, конечно, Веселая. веселая, да, Мгм. интересная. Со всеми ее, она там из Екатеринбурга или? Да. Как Или она? из ЕКБ, или из Омска. Я за биографию не особо шарю. Да, мы говорим сейчас про гитарную музыку, и вообще чувствуется, знаешь, какой-то ренессанс там андеграундных гитарных бендов там в России, там группа Ищейка, еще куча всяких других. Кстати, возможно, слышал. Ну, Шорт Парис даже тот же, хотя это Мгм. более коммерческая история, хотя Ну они да. взяли такой панковый, знаешь, вот сейчас у них последний альбом такой больше под Idols, под Мгм. такие штуки. Больше сил, я к приемной начальства приду. Но между тем, самый популярный сейчас гитарный музон — это все равно не постпанк, не какая-то вот эта русская хтонь, это, бля, поп-панк, Ну, короче, это в даже... духе... ну, В духе три дня да, дождя, в духе там 13 карат, я не знаю, все, короче, куча букв, которые там с маленькой буквы начинаются, Мгм. содержат несколько слов. Вообще, как Ну, ты рассматриваешь этот феномен? вообще мне это очень сильно не нравится. Ну, я понял, вот такой коммерческий русский рок в хуевом своем смысле. Ну, я не знаю, этого правда, насколько слова. он русский, я бы не использовал там приставку русский Ну, в нем. скорее, да. Но да, мне это не нравится вообще. Ну, Из тебя... позиции текстов, из позиции музыки тоже меня это не особо привлекает. И из позиции личностей, которые это все исполняют, тоже Мгм. такое. Я там смотрел пару интервью, там «Три дня дождя», ну, смешной чувак. Вот ты очень часто говоришь про противостояние, так сказать, американской и русской культуры, то, что американская вот сейчас... Ну, противостояния как такового нет. У нас американская культура. Но некоторые люди, Ну, да, слушай, вспоминают про это истоки. противостояние как минимум начинается, потому что, ну, сейчас у нас культура замкнута вот сама в себе, и все меньше мы вдохновляемся как бы западными прообразами, и все Ну, больше... я бы Или так не сказал. Какие-то патриотические там излишние ребята, там, Апачев вроде, типа того, они, да, конечно, там пытаются что-то в русскую культуру, но как бы мы живем не под занавесом, то есть у нас у всех есть интернет, все абсолютно слушают новые релизы, которые выходят у западных артистов. на В этом самом деле, плане на самом блока деле какого-то нет. это не совсем правда, потому что когда я общаюсь там с людьми, они очень часто вообще слушают музыку чисто алгоритмически в А, Яндекс.Музыке, мгм. и там, ну, не будет такого доступа как бы к новым Да-да-да, я понял, да. библиотекам. Мне от этого и не нравится. То есть мне алгоритмы очень нравятся в Яндекс.Музыке, но Мгм. не нравится то, что там нет огромного количества музыкальных исполнителей, которых вот слушаю иногда. Мне кажется, просто, знаешь, это не какой-то моментальный процесс, это процесс, который вот только начался, и как бы этот айсберг чуть-чуть тает и куда-то отправляется, и действительно появляются вот то, о чем ты говоришь, русский слог и все вот такое, оно проявляется как бы. Есть чуваки, которые миксуют там Фолк. фольклор Мгм. с металлом, там, с фриджазом, с Да-да. вот с такими штуками. Касаемо русской музыки, я сейчас очень часто обращаю внимание на то, какая происходит смена парадигмы в российском обществе по Мгм. сравнению там с нулевыми, с десятыми, когда происходило такое творческое ликование, скажем так, когда творцы обладали максимальной свободой, когда по ТВ-каналам крутились там абсолютно там циничные какие-то вещи, провокационные, с полной свободы жизни, такие, знаешь, гипертрофированные. Это я говорю там, например, не знаю, про Епифанцева какого-нибудь там. Ну, в общем, очень максимально такое свобода, открытость к внешнему. Мгм. Строился вот этот мостик постоянно. И сейчас мы снова оказываемся в той ситуации, когда люди исходят не из свободы, а из какой-то конъюнктуры насилия. То есть, условно, заходил мой кореш в автобус, увидел там зашуганного парня, на зашуганном парне как бы наклейка ЧВК «Вагнер». И Мгм. знаешь, это такая картина, которая, мне кажется, немного отражает вот эту нашу историю, что мы сейчас опять в этом каком-то гнете типа насилия. Может ли в таких условиях развиваться вообще культура, на твой взгляд? Ну, однозначно, да. Надо вообще понять, что есть культура. В моем понимании это отражение всех негативных и позитивных каких-то явлений на жизни там человека, условно. Мгм. Вот. И как бы культ насилия, вот про который ты говоришь, зачастую насилие это является, наверное, более прогрессивной штукой относительно культуры, потому что если возьмем даже там какого-нибудь Верещагина с апофеозом войны, там, послевоенные какие-либо песни. То есть, ну, это война, это двигатель культуры, скажем так.
То есть, ну, и так как таковой закрытости, мне кажется, нет. По сути, мне кажется, можно петь о чем угодно. Ну, то есть о чем там пели в нулевых, в десятых годах, о чем нельзя петь сейчас. Ну, как Я просто не помню. рэперов же сажают за какие-то их истории, Но пытаются как-то их придавить. нет, их пытаются придавить, понятно, по каким причинам. То есть, ну, когда там Скали Милана кричит «Хуй войне», это понятное дело, по каким объективным причинам они это делают. Да, То есть но понятно. то, что художник не может сказать, например, «хуй войне», это, на твой взгляд, вообще Да, мешает или не на самом мешает? деле, мне кажется, тут нужно, опять же, конкретно каждый случай отдельно разбирать. Я думаю, что от того, что я скажу «нет войне», я против войны, блядь, России, Украины, против войны там, в Газе. Если я это скажу, мне ничего за это не будет. Просто важен контекст еще. Да, но если бы ты был сейчас, не знаю, рэпером платиной каким-нибудь, и ты бы так сказал, то это стопудово бы повлекло за собой какие-то последствия. Следовательно, художник в данных реалиях Да не может быть полностью открытым. тебя абсолютно в любой стране могут загасить по тем же самым причинам. Условно, ну, окей, там, Россия не права, там, что вторглась, например, в Украину, но при этом вот там, не знаю, если ты какую-то пророссийскую позицию выскажешь где-нибудь там, в Германии, там где-нибудь, или еще что-то, тебя быстро отменят, тебя просто вышвырнут и так далее. То есть, ну, Тут я в с этом тобой плане согласен. это Свобода слова обоюдная хитрая история. штука Ну, такая. конечно, да, она в исключительных случаях работает по-своему. Вот. Не значит ли это, что культура в целом не может быть сейчас свободной какой-то? Да почему? Ну, опять же, нужно просто учиться принимать там последствия какие-либо. То Мгм. есть, ну, я не знаю, если бы я там захотел какие-то противоправные вещи сказать, и я был бы уверен, что это вот моя правда, я бы это сказал. И, ну, столкнулся бы с последствиями, да. Просто мне это, ну, не хочется говорить, я так не считаю, например. Но опять же, я там считаю, что война неправильна. В целом, к разговору о войне как каком-то двигателе, у меня сразу возникают воспоминания, знаешь, о каких-то старых песнях военных. Ну, конечно, «Катюша». Катюша, это то же самое, да. Да, это как бы достаточно культовые произведения, но в данном культурном контексте у нас не получается как-то таких вот великих песен написать. Как... Ну, потому что, да, мир меняется, к сожалению. Ну, это в части там культуры своеобразные не в лучшую сторону. Опять же, все упирается в простоту. И эта простота, с одной стороны, прикольна, с другой стороны, она ни к чему хорошему как будто бы не ведет. Ну, слушай, мне кажется, в какой-то момент мы присытимся вот этим постмодерном, метамодерном, каким-то Дай бог, и вернемся присытимся. к Да, нарративной стороне да, искусства. То есть возможно. у тебя такой взгляд, то есть ты в первую очередь видишь искусство как нечто нарративное, Ну, что-то скорее всего, да, рассказывающее, да, да? да. Давай поговорим про твой альбом вообще и про то, с каким настроением ты писал «Шизофазию». Мгм. Что для тебя значит этот релиз? Ну, на самом деле, это вот первый релиз, за который я отчасти горд, потому что он получился таким, каким я его хотел сделать. Вот. И то есть я увидел свое развитие непосредственно как музыканта, как сонграйтера, и мне это достаточно сильно нравится. Вот. Не без минусов, конечно, там повторения постоянные, одну и ту же тему, скорее всего, мусолю, но тем не менее это опыт, вот, это, считай, второй альбом, то есть дальше больше и лучше будет. Ну, с точки зрения этого, мне кажется, ты прям нащупал свой курс, и мне действительно понравилось и звучание, и, ну, из постпанк таких записей последних, она прикольная именно вот с точки зрения того, за то, что ты топишь, за какой-то нарративный звук, Мгм. за какую-то историю. Как вообще ты пишешь вот все эти свои истории, собственно, как происходит процесс твой сонграйтинга? Я понимаю, что это достаточно хаотичный для художника во Да многих это, аспектах ну, вопрос. опять же, относительно у меня это работает немножко иначе, потому что я вот считаю, что зачастую там таланта как такового его нет. Все сугубо опыт и насмотренность, наслушанность какая-либо. Вот, я просто сажусь и пишу. И всегда так делал. Просто садился и писал. Вот. В моменте просто, да, приходят там какие-то прикольные строки, скажем так, какие-то прикольные образы. Вот, все это фиксируется просто и все. Просто то, что я делал там даже в 19 году, это просто страх божий, если можно так сказать. То есть это нельзя людям вообще Мгм. показывать. Это противозаконно.
Ну, я так понимаю, у тебя был очень тяжелый депрессивный период, и Ну, как это не депрессивный период, а шизофрения, скажем так. Вот. Сейчас как, ты ощущаешь себя после лечения, там, после, там, того, как ты нащупал какую-то новую творческую форму? Стало ли тебе проще? Ну вот мне как поставили финальный диагноз, я просто в один момент хотел от таблеток отказаться. Вот. Это было в 22 году. Мгм. Вот. Мне мой доктор посоветовал сдать психодиагностику перед отказом. Это такой, типа, набор тестов и разговор с психологом, там все фиксируется, там, от внешнего вида до какого-то когнитивного поведения. Вот. И, собственно, я пришел на радостях в клинику, думал, что все, мне как бы сейчас скажут: молодец, можешь потихоньку отменять таблетки. А мне наоборот сказали, что у меня диагноз посерьезнее немного. То есть мне поставили шизотипическое расстройство личности, но мне его поставили на фоне уже приема таблеток. То есть я уже несколько лет пил определенные таблетки. И мне просто в лечение добавили новые, и с ними прям очень круто все стало. Я на самом деле добавили препарат такой, антидепрессант, вот, который очень сильно поднимает уровень серотонина. И побочный эффект у него, он ярко выраженный на протяжении 2-3 недель. Ну и по ходу наращивания дозировки, то есть до фиксации какой-то, он продолжается. Это легкое, а иногда и нелегкое чувство эйфории. У меня вот так случилась одна влюбленность, скажем так, под этими таблетками. У меня вписалась тогда какой-то то ли чемпионат мира, то ли еще что-то было. У меня вписалась девочка, стримерша, Тиндерлибая, дома. Она не могла отель себе найти. И как бы там одно на другое наложилось. И, в общем, да, у меня случились небольшие, но достаточно яркие отношения с ней. Но это было пиздец смешно, потому что я как бы сразу осознавал, что вообще мы из других кругов, из других вообще, с других планет, скажем так, абсолютно разные интересы, разные круги общения, но вот из-за этих таблеток, короче, Бля, люто. сработала Я эта штука, и вот случилось, что случилось. Но, собственно, мы быстро эти отношения завершили, и потом я вышел на нормальную дозировку, которую до сих пор пью, и, в принципе, сейчас у меня вот этих побочек так называемых нет. Я, в принципе, себя чувствую более чем нормально. Самый неутешительный прогноз – это то, что мне их до конца жизни нужно будет пить, чтобы поддерживать свое нормальное состояние. А самый положительный – это то, что мне можно будет их отменить, ну, наверное, года через 2, может быть, 4, ну, лет в 30 где-то, плюс-минус, можно будет попробовать. Ну, и, собственно, я вот буду пробовать. Если как бы будет не все хорошо с головой, то вернусь просто на прежнюю дозировку, и все. Ты, получается, трезвый уже 9 лет? Нет, не 9. Там были единичные моменты, когда там один раз, я помню, понюхал, например, в Париже на неделе моды, там, курил очень много, но это было недели 2-3 подряд каждый день, и потом там раз в недельку где-то это было. Это был год 17-18, наверное, вот. Потому что я не мог спать. У меня, опять же, вот эти панические атаки были каждую ночь на протяжении месяца. Вот. У меня просто еще от чего вот этот диагноз, у меня я не могу смерть бабушки пережить. Вот. Как бы, ну, в целом я сейчас нормально могу об этом разговаривать, могу шутить на эту тему, но так получается, что она мне практически каждый день до сих пор снится. Уже прошло с 2014 года 8 лет, а просто практически каждый день я вот один и тот же сон вижу, одну и ту же локацию, только действия меняются. Вот. Бабушка вообще достаточно значимый для тебя человек, как ты это упоминал, что Да, она да, очень просто, активную роль в да, твоем воспитании играла, и что она занимала чуть ли не центральное место. ну да, по сути, вторая мама. Мгм. Вот. Так как я без отца рос, вот как бы она... Сейчас ты часто вообще возвращаешься в родной город? Как раз, когда мы писали альбом с Артемом в Киеве, я, получается, прилетел, и, конечно же, случилось то, что случилось. Я до этого, до того, как прилетел в Киев, это уже во время ковида было, я находился дома достаточно продолжительное количество времени и чувствовал себя стабильно хуёво, но стабильно.
А когда я прилетел в Киев, меня просто сразу же очень сильно высадило, и я не мог разговаривать с людьми, не знаю, несколько дней. Вот. И, ну, под вечер вот это состояние обычно усиливается, там всякие вот эти побочки вроде дереализации и так далее, вообще мироощущения. И я вот в срочном порядке звонил доктору своему, она мне там онлайн прописывала нейролептики, чтобы снять вот эту психотику всю. Вот. И в тот момент я как бы подумал, что мне бабушка начала прямо каждый день сниться в Киеве. И я понял, что как будто бы надо попробовать слетать домой и хотя бы на могилу сходить, потому что я даже на похороны не смог ее прийти. В итоге полетел, там еще очень забавный случай случился. Мы, получается, ехали с товарищем на кладбище. Я не знал, где находится могила, и в итоге у нас машина застряла прямо возле оградки с моими родственниками. Там мой дед лежит, дядя и бабушка. В итоге я просто постоял по колено в снегу, посмотрел, там подумал, но как бы вообще ничего не ощутил, как бы уехал. Вот. Сейчас у тебя какие мысли вообще о своем детстве, потому что Да, ну, детство у меня было прям лютое, да, как я понимаю. жесточайшее, да. Во-первых, я жил в бараке, и мы ходили элементарно в туалет в помойные ведра. То есть у нас там канализации не было, у нас просто стояло там за ширмочкой за какое-то туалет, помойное ведро, в которое все отходы скидывались, ну и, собственно, нужду справляли там же, а потом выносили. Вот у нас там были огромные свалки, постоянно всякие преступления, убийства. Бабушку там пару раз грабили, там, один раз зубы ей выбили, другой раз душили, там куча всякой чернушки вот этой. И, ну, в отношении меня тоже мама много плохих вещей делала на тот момент, но как бы я ее прекрасно понимаю, ей было 19, когда она меня родила, и как бы, наверное, неосознанно она винила меня в всех бедах в ее жизни на тот момент. Но как бы это нормально, вот. Ну и там были веселые случаи с мороженым, например. Сейчас расскажу. Короче, мне было лет 8-9, по-моему. Мама ушла на работу, и я ее попросил взять мороженое, рожок такой большой продавался, что-то рублей за 15, по-моему, с киви. Она сказала, что возьмет. В итоге, как бы, ее долго не было. Она осталась на корпоративе. Она вообще, ну, не пьет алкоголь. Но ведь тогда бывало, что выпивала иногда, и у нее немножечко башню срывало. Вот. И я проснулся от того, что в час ночи меня просто скидывают с дивана, начинают лупить, кричать на меня, что я тварь, что меня сейчас убьют. Вот. Еще в тот момент у бабушки, мы жили, короче, в разных бараках, вот, и у бабушки в бараке кошка родила котят, а бабушка ушла в запой, у нее проблемы были с алкоголизмом, и, видимо, ну, котята там на день, на два остались вместе с кошкой, то есть, ну, зайти нельзя было, потому что на навесной замок было закрыто. И мама просто начала кричать, что сука, если котята сдохнут, я тебя убью, тварь, иди вари мне... Ты хотел мороженку? Держись, блядь, мороженое. И просто мне въебало кинуло это мороженое. Я просто в слезах отпизженный. Сижу, плачу, она мне говорит, так, пошел быстро мне пельмени варить, гандон. Бля, звучит, знаешь, это все как сцены из каких-то фильмов типа «Груз-200». Ну, типа того, да. Вот, и я пошел ей варить пельмени. У нас... Тебе сколько лет тогда было? 8-9 где-то. Вот. У нас, получается, была такая электрическая печка с 2 спиралями, ну, самая дешевая. Вот, и я поставил такую прямоугольную чеплашку металлическую, залил ее водой, поставил пельмени, ну, естественно, плакал. Вот. Она подошла, отпиздила меня еще немножечко, и после просто смахнула пельмени с плиты и сказала: убирай, тварь, если сейчас не заткнешься, я тебя убью. Но я, собственно, не мог успокоиться, сидел, повсхлипывал. И она просто подошла и меня со спины табуреткой ударила, табуретка сломалась. Вот. И я после этого уже так слабо что-то помню. Но на утро мама, как бы, она извинилась, сделала вид, что ничего не произошло. Родной. А я, да, как бы ничего не мог с этим сделать. Но я это вообще с улыбкой на лице вспоминаю. Я это пережил, конкретно это как бы на мне никак не отразилось. Это не Сейчас, сказалось на твоих чертах? возможно, сказалось, но как бы сейчас я это вспоминаю с теплотой даже. А сам Мне ты думаешь весело вообще о детях? от этого.
Ну да, да, я хотел бы детей завести, но не в данный момент, конечно же. Как думаешь, в какой момент Мгм. наступает вот это вот, ну все, пора? Это когда какой-то уровень там дохода, на твой взгляд, должен быть у человека, либо Ну, какие-то, не знаю. зависит от человека, Не, я про наверное. тебя конкретно, какой у Про тебя меня, взгляд? да, типа, без должного уровня дохода детей точно не будет. Вот. А когда ты, собственно, начал плотнее работать с музлом, когда уже был ковид, когда у тебя моделинг встал, ну, на второй план, чуть ли там не на третий, Мгм. вот все вот эти какие-то коннекшены, которые у тебя там были, они стали пропадать просто? Да нет, Или вот, ты все еще поддерживаешь общение там с многими ребятами? да, я вот делал бренд как раз таки с Артемом Ластовым, назывался "Неандертал". Как бы я писал Билли Айлиш, по-моему. Я ей уже отправлял там балаклавы, очень гадкие, очень некрасивые. Она в итоге их надела, сфотографировалась Да, я несколько помню, у раз. нее даже был, по-моему, этот, для Vogue или для какого-нибудь, Да-да-да-да, там это, видео где какое-то, и она там она, это My показывала, Friend да. Саша. Да, ну это смешно, конечно, блин, балаклавы реально были дерьмовыми. Вот, и я ей как бы вот предложил заслать худи. Она как бы сказала: "Да, конечно, мне очень нравится". А там, худи, на котором написано, "Сейчас вас хотят наебать", и получается, принт, с Путиным панком. Путин с ирокезом изображен. Это Вот. это когда было примерно? Это вот как раз в, ковидные времена, Мгм. по-моему. Может, 20-21 год, 21. Вот. Ну, как бы она спросила, что там написано, я ей перевел, она сказала: "Блин, засылай, круто". Вот. Не, кайф Но вообще. я так и не отправил. Почему? Нет, потому что у нас, приостановилась работа над брендом. Мы его закрыли, ну, уже когда война началась непосредственно. Потому что из России куда-либо отправить и получить оплату стало проблемой Мгм. большой. Расскажи вообще, насколько я понял, у тебя сейчас, история с брендом кое-каким тоже намечается. Можешь рассказать об Да, этой истории? у нас сейчас, планируется коллаборация на сентябрь месяц. Под мост я и бренд такой называется Racer. Вот. Это ребята из Эстонии. Мы прям готовим крупную такую капсульную коллекцию, но думаем, что это будет, в долгосрочной перспективе у нас будут еще работы какие-то и сотрудничество. Вот. И, собственно, сейчас, все технические моменты, они очень быстро решают. Вот я сейчас делаю визу во Францию, надеюсь, что мне ее одобрят, и прилечу туда как раз, на июньскую неделю моды. Там у них будет первый показ крупный, и Ян вот сейчас им там помогает с дизайнами в частности. Вот. Насколько тебе вообще глобально интересен фэшн? Потому что раньше ты говорил, что вот нет моды, есть только стиль. Я как бы отрицаю моду. Сейчас у тебя какое отношение к Да, этому? в принципе, то же самое. Ну, то есть, я просто уверен в том, что сделает Ян, Ну, что он вам сделает просто все прикольно хорошо. вместе, у вас Да, да, симбиоз в этом конечно, плане, да? да. В очень, на самом деле, большой у меня был вопрос относительно того, как ты коммуницируешь сейчас с ребятами, потому что они же из Киева, по сути, Мгм. не нарушилась ли ваша коммуникация? Да нет, нет, все супер. Все как обычно, все понимают, как бы, и все. Это круто. Вообще любишь читать? Ну да, достаточно. Каких авторов любишь? Но вот сейчас я вообще решил, школьную литературу перечитать. Мне вот нравится Бунин, "Темные аллеи". Мгм. Там есть, рассказ, "Холодная осень". Вот советую всем, кто не читал, прочитать. Он буквально читается там за минут 40, наверное. Вот. Из, больших книжек. Господи, у меня просто я много чего читал за последний год, просто все вылетело из головы, в моменте. Вот. Недавно перечитывал "Маленького принца". Юкио Мисима, японский писатель, "Патриотизм", книжка. Тоже там небольшая часть чтения, там про обряд сэппуку написано. Это, собственно, харакири, Это если художественная утрированно. штука или Да-да-да, это прикольно? художественное произведение. Оно основано на, как бы, реальных событиях, которые происходили в 36-38, по-моему, году в Японии. Это Мгм. когда молодые офицеры подняли бунт и хотели
перевести экономику на рельсы национал-социализма. Вот, они даже успели убить несколько министров, но в итоге ничего у них не вышло, так сказать. Кого-то казнили, кого-то куда-то отправили. В последнее время такой теоретической литературой тоже интересуюсь. Вот читал книжку Энгельса. Это, по сути, систематизированный пересказ работ историографа, ученого Адама Льюиса. Вот. Книжка называется «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Там, собственно, все вот эти постулаты расписаны. Но правда, читал я ее достаточно долго, несмотря на то, что там всего 200 страничек. Мне кажется, такие книги в целом тяжелее читать. Она потому была что- конкретно для меня очень тяжела для восприятия. Я ее читал в районе месяца, наверное. Каждый день просто по странице перечитывал, пытался все понять. И, в принципе, да, как бы понял, и мне прям понравилось. Какое бы напутствие ты мог дать людям, которые вот сейчас живут в России, что бы ты для них сказал? Заниматься своим делом, набираться опыта, все от этого идет. Тренировать насмотренность, наслушанность свою, если это напутствие каким-то творческим людям. Вот. Смотреть много фильмов, слушать много музыки, читать много книг. Вот. Стараться писать там, тексты, если это музыканты какие-то. Вот. Каждый день просто нужно это делать, и все. Слушай, мне очень понравился с тобой разговор, потому что получилась такая история про Мгм. приключения, история про обретение себя, так как ты очень много рассказывал про то, что многое в жизни тебя не устраивало, и в какой-то Мгм. момент ты действительно нашел себя в панке, в музле, и я желаю тебе большой творческой какой-то реализации. Мне кажется, у тебя все впереди реально, и слушайте альбом «Шизофазия», наверное, это реально Мгм. прикольная работа, Мгм. звучат очень прикольно. Поэтому желаю тебе всех успехов и реализации. Спасибо тебе за это интервью. Благодарю. Small, strong energy.